У каждого неподвижного блока КПД равен 0,9. Определите КПД всей установки. Это равно 0,9 у каждого неподвижного блока. Нужно определить КПД общее. Будет 2 неподвижных блока, которые сверху, и 1 неподвижный блок, который внизу. Груз, это вес у него есть. Каждый из этих неподвижных блоков имеет КПД 0,9. Давайте посмотрим, как будет выражаться работа и как мы можем посчитать весь этот КПД. Для того, чтобы поднять груз на какую-то высоту, нам нужно выполнить вот здесь работу, вот в этой точке, скажем, А1, потому как канат распространяется одинаковым усилием. И здесь сила напряжения одинаковая. Итак, работа полезная будет равна чему? МЖH или P умножить на H. В этом случае, здесь мы, когда поднимаем, мы получаем полезную работу. В этом случае А1 – это работа, которая будет выполнена для того, чтобы поднять этот груз на высоту H и преодолеть какую-то работу на трение и так далее вот в этом первом блоке. Можем сказать о том, что процент этого блока – это первое равен чему? А полезно. Вот это значение А1. А1 это будет та работа, которая будет затрачена на то, чтобы поднять этот груз и преодолеть, работа на преодоление силы трения этого блока и так далее. 1 мы можем посчитать, отсюда будет равно чему? А1 равно А полезное разделить это равно. Дальше. Эта работа подходит ко второму блоку. Для второго блока это будет полезная работа. Точно так, как первая полезная работа была просто поднятие груза. Но в данном случае для второго блока это входящая полезная работа. И после него работа, которая будет канатом уже после прохождения второго блока, будет равна чему? Опять же, коэффициент полезного действия. Второго блока он точно такой же, как все коэффициенты полезного действия одинаковые, а второго блока будет равно чему? А1 делить на что? На А2. В данном случае для второго блока полезная работа является А1. А2 уходит на то, чтобы выполнить работу А1. И плюс еще работу на преодоление силы трения вот этого блока. Мы можем сказать о том, что А2 равно чему? А1 делить на это 2. Я пишу специально это 2, хотя мы понимаем о том, что они все одинаковые. Вместо А1 можно подставить сейчас. Это 2. Дальше пройдем. Вот значение вот в этом месте. Это будет работа, которая будет А3. Выполнена уже после третьего блока. Для третьего блока входящей полезной работой является работа А2, а выходящая, естественно, А3. То есть А3 идет на преодоление работы, которая на силы трения и так далее. Именно третьего блока. И плюс еще для нее вроде полезная работа является работа А2. Это 3. Можем записать так, что А2 делить на А3. А3 это общая работа, которая уходит на преодоление сопротивления блока. И плюс еще полезная работа А2. Отсюда А3 равно А2 делить на это 3. Теперь можно так написать, что А3 равно А2 делить на это 3. Вот здесь вот напишем А2 делить на это 3 равно. Что представляет А2? А2 это А1 делить на это 2. Подставим вместо А2 вот это значение. Мы его подставляем. А1 будет в числителе, а N2 идет в знаменатель. Получается, поставили вместо А2, А1 делит на это 2, и еще в знаменателе здесь это равно. Вместо А1 мы подставляем значение А полезное делить на это 1. Это мы подставили вместо N1. Что еще в знаменателе осталось? На это 2 умножить на это 3. Будет А3 равно А полезное делить на вот это все значения. Либо можем это дело поменять. Отношение полезной работы к той работе, которая на выходе, А1 к А3, А полезной А3, которая на выходе, будет равно чему? Будет полному коэффициенту общему КПД. Отсюда что? Меняем местами, то получается это 1 умножить на это 2 умножить на это 3 равно А полезное делить на А3. В свою очередь это что является? Это общее является произведение. Это 1 умножить на это 2 умножить на это 3. Они все одинаковые. Получаем это общее. 0,9 множим на 0,9 и множим на 0,9 равно 0,729, или можем написать, если в процентах, так это общее, приблизительно 73%. Благодаря тому, что эти все показатели КПД для всех одинаковые. Если они были разные, мы все равно получили вот это все выражение. Тут это 1, это 2, это 3, это все одинаковые. Это в общем случае. Тогда общее значение КПД будет произведение всех этих процентов полезного действия каждого блока.